Всем привет! Меня зовут Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Друзья, за окном декабрь. А это значит, скоро Новый год и пора к нему готовиться. Поэтому давайте сегодня вместе выучим самые новогодние русские слова. Готовы? Поехали! Первое слово, конечно, елка. Елка – это главный символ Нового года. В каждом доме, в каждом магазине, офисе, банке, везде есть елка. Большая или маленькая, живая или искусственная, но всегда очень красивая. Мне кажется, украшать елку – это прекрасная традиция. А как думаете вы? Обычно мы украшаем елку гирляндами. Это гирлянда. Мишурой. Это мишура. Шарами. Это шары. И другими елочными игрушками. Вот елочные игрушки. Но вы можете украсить елку тем, что нравится именно вам. А под елку мы кладем подарки. И это наше второе слово. Подарок, подарки. Конечно, Новый год без подарков – это не Новый год. Подарок может быть любым. Хорошая книга, массаж, прогулка в новом красивом месте, путешествие, конфеты, свечи, что угодно. Главное, с любовью. Третье слово – Дед Мороз. Дед Мороз – это русский Санта-Клаус. Добрый дедушка, который приносит детям подарки. Четвертое слово – Снегурочка. Снегурочка – это постоянная спутница Деда Мороза. Как вы думаете, Снегурочка – это жена Деда Мороза, подруга Деда Мороза, дочка Деда Мороза или внучка Деда Мороза? Правильный ответ – Снегурочка – это внучка Деда Мороза. А вы знали об этом? Пятое слово – шампанское. Шестое слово – глинтвейн. Глинтвейн – это горячее вино со специями. Шампанское и глинтвейн – это самые новогодние напитки. Салат оливье. Оливье – это самый новогодний русский салат. Я не представляю Новый год без салата оливье. А вы пробовали оливье? Если нет, приготовьте его и попробуйте. Этот салат очень вкусный. Вот рецепт. Следующее слово – мандарины. Мандарины – это самый новогодний фрукт. Для меня запах мандаринов – это запах Нового года. Девятое. Новогодний фильм. Для меня самый новогодний фильм – это «Один дома». Но для многих это «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи», а может быть «Елки». Если вы не смотрели эти фильмы, обязательно посмотрите. Десятое слово – салют или фейерверк.
А вы запускаете салют в новогоднюю ночь? 11. Куранты. Куранты – это главные часы, которые в новогоднюю ночь, в полночь, бьют 12 раз. И это означает, что наступил Новый год. 12-е слово. Конечно, это желание. Желание – это наша мечта, то, чего мы хотим больше всего. Когда бьют куранты, нужно успеть загадать новогоднее желание, и оно обязательно сбудется. Друзья, давайте еще раз назовем самые новогодние русские слова. Елка, подарок, а лучше подарки, Дед Мороз, Снегурочка, шампанское, глинтвейн, салат оливье, мандарины, новогодний фильм, куранты и, конечно, желание. Это все на сегодня. Друзья, а какие слова для вас самые-самые новогодние? Пишите в комментариях, это очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Спасибо, до встречи!